Хочешь узнать, каково играть за убийцу, который действительно есть за что бояться? Я только рад тебе представить. Хай, ты в гостях у Азазеля, и это лучший гайд на ринг. Тяжело найти людей, которые любят играть против духа. И знаешь, совсем недавно я стал одним из таких мазохистов. Когда вникаешь в механику игры, отчаяние и понимание сменяется как минимум азартом. Если, конечно, не играешь против киберкотлеты со стрейдером и звуком 350%. Но, по-моему, так работает с любым задротом на победу. Давай приступим. Как обычно, хочу попросить тебя отдать мне душу. Ну или подписку, если тебе зайдет мой контент. Я правда стараюсь, так что жми на эту чертовую кнопку и поехали. Совместим проблемы сборок и понимания того, как вообще работает дух. Они отлично дополнят друг друга. И начнем с навыков, доступных для прокачки сразу. В данном билде нет необходимости докупать DLC. Он рассчитан на тех, кто только начинает свою карьеру убийцы. Но отдельные навыки имеют место быть и дальше. Рассмотрим подробнее. Рейн обладает террором 24 метра. Это меньше стандарта и, казалось бы, хорошо. Не совсем. Есть одна вещь, которую тебе надо иметь в виду. Люди вне его радиуса будут слышать сильное шипение, если она приближается в фазе. А вот как это выглядит внутри него. И вот когда мы уже понимаем принцип работы, думаю, мне не нужно объяснять, зачем расширять террор. Сеющий страх также дает буст к очкам крови в категории хитрость. А еще хорош в связке со следующим перком. Шепоты начнут работать примерно в пределах террора. Как это выглядит? Ты приближаешься к генератору. Если загорается шепот, активируешь фазу. Если слышишь звуки починки, хватаешь серва, который вообще ни хрена не поймет. Потому что если все делать правильно, шума не будет, только тихое сердцебиение. Даже без этого навык позволит намного проще и быстрее находить жертв на любой стадии игры. В фазе духа Рейн может видеть следы и колебания игровых текстур, но выживших нет. Однако она продолжает слышать резкие звуки, шаги, дыхание и, главное, стоны раненых. Весомый повод взять мясника. 25% штраф к лечению напрочь отобьет желание использовать самохил и подарит ценные секунды в самых разных ситуациях. Тихий шорох. Он выступает в качестве альтернативы барбекю, и скорее всего ты захочешь его заменить чуть позже. Но это неплохой навык, который поможет тебе понять, куда двинуться сорвы после починки, чтобы пойти на перехват. Что касается родных перков Рейн, в основном они неплохие. Если заменить что-то на проклятую землю или ярость духа, все будет окей. Но Ранкор значительно хуже Мурмура в плане информации, к тому же создает одержимость и раскрывает хитрую ауру после каждой починки. Это полный фараон против стаков со связью. Если хочется посмотреть море, лучше взять подношение. А сейчас я покажу навыки, которые могут показаться хорошими. Хищник красуется в списке перков для Рейн у некоторых ютуберов и гайдеров. Они даже берут его как основу. В чем суть? Следы трещины плотно концентрируются на земле по траектории движения срыва. Так ее, мол, проще отследить и дать хит, если жертва продолжает бежать. Вот только увидеть их издалека, как обычно, или хотя бы просто чуть дальше от себя где-нибудь в траве, становится просто нереально. Более того, Сурк может просто перестать бежать и делать что угодно. Развернуться, спрятаться и так по списку. Тем более с навыками фиксации или городской бег, опытному Сурву не составит труда запутать следы. Трещины не должны выступать твоим приоритетом в поимке, а вот слух всегда твой бро. Рейн со стрейдером в хороших наушниках поймает кого угодно. И даже без него звук остается важнейшей частью твоего геймплея. Прокачка хищника для Рейн не стоит и грамма потраченных БПшек, как и парочка навыков Майкла. Рейн немного медленнее обычного киллера. Она всего на 10% быстрее выжившего. Паук может показаться отличной идеей, но нет, он практически бесполезен. Дух — это очень агрессивный и быстрый убийца за счет своей способности. Любой аддон Рейн просто раздавит паучка и не будет занимать место для более полезного перка, которым, однако, не является угасающий свет. Одна из худших идей за духа — взять что-то, что поможет сурвам хилиться. Мало того, что ты создаешь одержимость, а значит будешь опасаться осколка даже там, где его не будет, так еще и наделяешь ее огромным 33% бонусом к хилу тиммейтов с самого начала игры, который стакается. На самом деле это не такая проблема, если играть правильно и очень хорошо с только везения. Но команду сервов сразу поймут, кто у них главная аптечка, и молись, если это квадратка-ботаник. И все-таки ничто не переплюнет совет с фэндома по ДБД. Коварство нивелирует радиус террора, то есть шум от фазы будут слышать всегда, даже впритык.
Но самое забавное, что при активации фазы у оболочки почему-то загорается красное свечение. То есть у сервера будет сразу два светофора, чтобы понять, что Рин в фазе. Поэтому я крайне не рекомендую вообще любые навыки на стелс. Бонусом в копилку бесполезных перков летит ищейка. Некоторые ее берут в комбинации с отцовскими очками, которые позволяют видеть кровь в фазе, чтобы она была ярче. Но прикол в том, что навык ничего не делает. Кровь и так будет суперядовитого цвета, если взять аддон. Мы с тобой долго болтали о том, чего делать не стоит. Но на деле Рин одна из самых гибких по стилям убийца в игре. Если я начну объяснять каждый хороший перк, хронометраж ролика растянется на полчаса, а я убьюсь все это озвучивать. Поэтому некоторые хорошие сборки в подробностях просто выведу на твой экран ближе к концу нашей встречи. А сейчас обсудим аддоны и кое-какие хитрости. Для способки духа есть 6 типов улучшений. Начнем с уникальных. Кольцо является сильнейшим и по праву занимает первое место. На время пребывания в фазе трещина не генерируется, но взамен у тебя будет дичайший буст в 70% к обычной скорости во время фазы. Это примерно как у бегущего Билли. Очки я уже упоминал, они делают кровь видимой и очень яркой во время фазы. А вот браслет четкий весьма неоднозначный аддон. Шипение будут слышать по всей карте вне радиуса террора. То есть друзья сервера, за которым ты будешь гнаться, всегда сообщат, когда ты заходишь в фазу. Тем не менее, против одиночек играется нормально. Ножны и гарда дают мощный буст к выпадам из фазы. Они будут быстрее, дальше и неожиданнее за счет большего времени появления и скорости передвижения. Заколка Крейбини Банд ускоряет активацию фазы. Это сейвит много времени, часто работает даже лучше тапок, которые просто бустят вниз скорость. Талисманы апают длительность, то есть шкала будет убывать медленнее, соответственно и восстанавливаться быстрее, что делает часы и оригами менее релевантными. Аддоны, которые просто влияют на силу пассивных мерцаний, не стоят своей цены, хоть и сильнее коричневых соседей. На сей чудесной ноте аддоны кончаются. Ты спокойно можешь составлять комбинации на основе этой таблицы, и бой будет кольцо с фиолетовым талисманом. Огромная скорость и быстрое восстановление – это дичайшая мобильность. Даже без аддонов Рин достаточно сильна, так что не страшно и даже нужно начинать знакомство с убийцей без них. Ну и теперь, как и обещал, делюсь парой хитростей во время игры как за Рин, так и против. Самое банальное – фейк способностью. Во время погони просто встаешь на месте и ждешь реакции серва. Желательно сразу телом блокировать проходы и окна, оболочка материальна, пока ты не выйдешь из фазы. Хорошие сервы будут стараться сделать тихую перетяжку, пару раз поменять направление, да и в общем вести себя непредсказуемо. Такие будут избегать травы и могут ныкаться за углами или деревьями. В общем, поможет только слух. Кстати, если играешь со стрейдером против серва без железной воли, он будет стонать слишком громко и это может запутать. Но даже если исключить стоны, остаются звуки шагов и дыхания во время бега, а также движение травы и прочих подвижных объектов. Короче, огромное пространство для майндгеймов на любой вкус. А пока я готовлю для тебя хорошие сборки, оцени мой контент, покажи друзьям и знакомым, а также обязательно оставь фидбэк в виде любого комментария. Кстати, в описании оставлю ссылку на Discord сервер, где часто зависаю, если свободен. Буду рад видеть адекватных людей. У микрофона был Азазель, и я не прощаюсь. Yeah.